Приветствую всех на моем канале. Сегодня у меня очередное мотивационное видео с готово. Хочу поделиться с вами рабочим способом, как оптимизировать кулинарный процесс, чтобы у вас всегда была домашняя еда и при этом оставалось свободное время на другие дела перед праздником. И не только. Я взяла молодую мякоть говядины, большую часть для фарша. Тщательно проверяем мякоть на наличие осколок от костей, если хотите пропустить на фарш. Удаляем хрящи, жилки и пленки. Хорошо промываем мясо, высушиваем бумажным полотенцем и нарезаем на небольшие кусочки. Оставила небольшую часть мяса, нарезаю на порционные стейки. Куски стейки солим, перчим, обмазываем с двух сторон растительным маслом и поливаем соком лимона. Используйте различные специи и пряности, к примеру, сушеный розмарин, тимьян, сладкую паприку и так далее. Теперь стейки кладу в лоток. После заморозки уберу в пакеты, чтобы удобнее было доставать. Пару кусков я буду жарить сразу. Стейки я промазала еще чесноком и кладу в разогретый гриль. После этого стейки нужно завернуть в фольгу и дать полежать минут 15, чтобы соки равномерно распределились. Но мы ждать не собираемся, мы голодные. Теперь начинаю мясо прокручивать на мясорубке. Иногда не хочется обжаривать много лука, когда делаешь фарш, поэтому я прокручивала сырой лук сразу в фарш. В этот раз лук обжарю немного. После обжарки из лука уйдет горечь, вкус мясного блюда станет более мягким. Петрушку и укроп мелко режу. Остывший лук добавляю к фаршу, добавляю соль, специи, зелень. Тщательно перемешиваем. Фарш накрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник. Буду доставать нужное количество на заготовке. Думаю, теперь будем лепить цветные пельмени. Готовить такие пельмени недолго, чем обычные. Они создают настроение и радуют глаз. Замешивать тесто я буду на овощных соках. Оранжевый сок — это морковный, красный — свекла, зеленый — шпинат. Теперь в сок добавляю по 1 чайной ложке лимонного сока, чтобы сохранить цвет. В просеянную муку добавляю соль, 1 яйцо, растительное масло, сок свеклы. Постепенно добавляю воду, замешиваю тесто средней плотности. Готовое тесто заворачиваем в пакет и оставляем на минут 15. Точно так же замешивая тесто с морковным соком. И следующее замешиваем точно так же с соком шпината.
Отдохнувшее тесто по очереди начинаем раскатывать. Кружочки буду вырезать специальным роликом для пельменей. На полученные кружочки выкладываем небольшую порцию фарша и формируем пельмени. Лепить пельмени можно обычным способом, и мне больше нравится лепить по быстрой технике. Это я буду делать с помощью емкости для соли. И если у вас есть дома какой-нибудь круглый предмет с неострыми краями, можете попробовать на нем. Также есть вариант, можно лепить по косичке. Их называют курзе. Все пельмени кладем в лоток и отправляем на заморозку. Они хорошо замораживаются и довольно долго хранятся, поэтому в будни всегда будет запасной вариант ужина. Тефтели ежики или фрикадельки ежики, которые делаются с помощью риса басмати. Для этого я беру небольшое количество фарша, рис промыла, просушила, формирую из фарша шарики и обволакиваю рисом. Кладу в лоток и замораживаю. После заморозки кладу в пакет и достаю необходимое количество. Из тефтели я сразу буду готовить соус. Многие очень ленятся, а лень, как известно, двигатель прогресса. Для этого придуманы кухонные гаджеты, которые позволяют сберечь силы и сэкономить много времени. Поэтому я буду готовить в мультиварке. Это моя помощница, которая облегчает мне работу на кухне. Также заменяет мне много других кухонных приборов для приготовления, например, йогуртницу, хлебопечку, фритюрницу, пароварку и многое другое. Удивительно, но вкус блюд, которые приготовлены в мультиварке, они получаются насыщеннее, вкуснее и отличаются от блюд, приготовленных на плите. Поэтому я очень часто им пользуюсь. С его помощью можно готовить различные блюда любой сложности. Есть даже функция «Отложенный старт». Кладете ингредиенты в чашу, устанавливаете время, когда надо запустить приготовление, и мультиварка все делает сама, когда вы запланируете. Это такая удобная вещь. Выбираете нужный режим и идете заниматься своими делами. И не нужно стоять у плиты, как обычно, следить за готовкой, а потом еще и мыть гору посуды.
Из фарша, который осталось, я хорошенько отбиваю и буду формировать люля на шпажках. Теперь перехожу к разделке курочек. Все куриные части я промыла, теперь отделяю мякоть от бедрышек. Филе и мякоть бедрышек режу на кусочки и прокручиваю на мясорубке. Лук тоже измельчаю на мясорубке. Также можно обжарить после остывания, добавляю фарш, добавляю приправу и перемешиваю. Из этого фарша я буду лепить круглые котлеты и обваливаю их в панировочных сухарях. Чтобы быстро формировать ровные круглые котлеты, для этого я беру пластиковый круглый контейнер, кладу заготовку на доску, накрываю ее контейнером и быстрыми резкими движениями делаю несколько кругов. И котлета готова. Готовые котлеты кладем в удобный лоток. После заморозки убираем в пакет. Из этого же фарша теперь формирую удлиненные котлеты. И просто сверху шпажкой делаю рельефные полоски, чтобы после запекания котлеты получились красивыми. Из куриных ножек удаляю кости. Сначала аккуратно, чтобы не повредить, сдвигаем кожу к основанию ножки. Потом мякоть и аккуратно перерубаем косточку. Мякоть отбиваю специальным молотком, втираю приправу и кладу тертый сыр. Также для начинки можно класть жареные грибы с луком. Заворачиваем это все и натягиваем шкурку на место. Для начинки можете использовать любые овощи, все зависит от ваших предпочтений. Запекайте ножки в разогретой духовке при температуре примерно 180 градусов 40 минут. Все зависит от вашей духовки. Крылышки можно просто посыпать приправой и запекать с ножками или отдельно с овощами, как хотите. Разве это не счастье для хозяйки, когда готовка еды становится быстрее? А домашние полуфабрикаты– это способ экономии в первую очередь времени. А своя еда обходится дешевле и сделана именно так, как вам нужно.
Ребята, очень важно видеть вашу активность. Ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и подписывайтесь на канал. В любом случае, всем спасибо за просмотр.